Дорогие друзья, сегодня мы рады приветствовать вас на нашем канале и представить вам особенную беседу с легендарными музыкантами, которые вписали свои имена в историю казахстанской музыки: Нуртасом Хусаиновым и Досомом Сулеевым, членами культового ансамбля Дос Мукасан. И познакомиться и побеседовать с ними мне удалось во время визита в Сатпаев университет, и я не мог упустить шанс задать им несколько вопросов про секрет успеха и феномен дружеской обстановки на протяжении многих лет внутри их коллектива, а также, конечно, поинтересовался, как они видят настоящее и будущее эстрады в Казахстане. Это очень интересные собеседники, поэтому располагайтесь поудобнее, не забывайте про лайки, не забывайте про комментарии. Қалайсыздар? Қалпақтай. Қалай болса сол. Так приятно с вами сегодня встретиться, увидеть вас в хорошем настроении, потому что настоящие родоначальники казахской эстрады, легенды музыки. И я даже когда вот про вас материалы читал, у меня параллель прошла с такой группой Beatles. Вот. То есть вы... Я знаю, что сравнивать не очень правильно, но вот вашу группу Дос Мукасан можно назвать как казахский Beatles. И поэтому хотел вас спросить, вот вообще мы знаем, что многие коллективы распадаются, что есть и ссоры, и вот именно Дос Мукасан на протяжении всей карьеры, я знаю, наверняка были какие-то сложные моменты, но как вам удается продолжать на протяжении стольких лет творить, дружить, в чем секрет? Действительно, когда мы создали ансамбль Дос Мукасан, это было что-то новое, какая-то революция в музыке на 4 голоса, электрогитары. В то время это было в диковинку. Электрогитары, там саксофон, музыка совершенно другая, звучание совершенно другое. Поэтому, когда мы уже стали популярны, нас уже узнали во всех регионах, аулах Казахстана, там начали создаваться свои коллективы по подобию. Тоже там купили гитары, там, наподобие. Наши песни пели вначале, потом какие-то свои. Но в основном они создавались при вузах, при школах, при техникумах. То есть по 5 лет и там, и в техникумах. После этого хочешь, не хочешь, распадается коллектив, расходится. И, как вы сказали, бывают разные ситуации еще и такого морально-психологического направления. Ссорятся, не находят общий язык, обижаются, тоже распадается. И поэтому вы правы, многие коллективы, не многие, ну почти все коллективы, они со временем распадаются, редко какой коллектив остается. Вот. А кто остается, тот, понятно, уже со временем набирает опыта, авторитета, можно сказать, популярности, качества звучания, популярность их песен. Поэтому, вот как, например, на нашем примере, мы до сих пор живем, уже более 56 лет ансамбль. Потому что прежде всего у нас был принцип такой: когда мы учились, коллектив набирает только тех студентов, которые не имеют ни одной тройки. Друзья, сейчас сезон отпусков, поэтому если вдруг вы задумались о путешествии, используйте поиск дешевых авиабилетов Aviasales.kz. В нем вы легко найдете самые лучшие цены за считанные секунды. Иначе, если двоечник, он сессию не сдал, там пересдает, и это вред ансамбля, он будет в ущерб. Вот. Поэтому мы набирали достаточно серьезных ребят, во-первых. Ну, во-вторых, мы в основном жили в общежитии в одном. Это, понятно, сдружились, стали как бы уже близкими друзьями, братьями. Поэтому вот ссоры между нами могли быть только в таком микроуровне. На бытовом уровне, будем так говорить. Ну, очень такие мелкие. Вот, может быть, это основа, правильно вы говорите, дружба, и позволила нашему ансамблю жить так долго. И потом ведь основная часть, вернее, половина ансамбля ушли в науку. Вот. Сейчас, например, в нашем ансамбле 3 академика, бывшие участники ансамбля. Нынешний ансамбль тоже ушли ребята, половина. Вот Нуртас консерваторию кончил, потом Мурат, он тоже учился в консерватории, потом закончил. Вот они пошли чисто Профессиональным путем. Профессиональные направления выбрали, получили хорошее образование, начали получать. Но, коль туда ушли, надо же не только инженерами быть. Получили хорошее образование, и других ребят начали новых принимать тоже с хорошим образованием.
И вот они вот до сих пор живут. Получается, это э, воспитание или то, что у всех ну, интеллект. Во-первых, так, раз он учится уже хорошо, у него есть какая-то ответственность. Это очень важно. Во-вторых, мы быстро добились успеха. Очень популярны. Буквально через 2 года стали популярными в Казахстане. Потом вот через 4 года мы участвовали на всесоюзном конкурсе в Минске. Профессиональных исполнителей. Среди профессиональных вокально-инструментальных ансамблей. Стали лауреатами. Сам Александр Пахмутов вручал нам диплом лауреатов. Это тоже сплачивает. Успех совместный. Конечно, успех, все в грудь бьем. Мы молодцы. А почему молодцы? Потому что мы вместе, потому что не распадаемся, остаемся. Весь состав. Практически никто от нас не уходил. Мы только наращивали количество. Вот это еще более сплачивает. Днем и ночью я ищу давнюю мечту, но не зная, кто она, все равно ищу. Не могу, пользуясь случаем, не спросить вас, как вы думаете, сейчас Казахстан делает успехи в самых разных областях. Мы знаем, что Димаш сейчас лучший вокалист в мире. Есть Иманбек, который взял премию Грэмми, это не историческое событие для Казахстана. Как вы думаете, как сейчас развивается эстрада в Казахстане, в каком направлении движется, и вот молодежь, что им можно посоветовать, какое с высоты вашего опыта дать наставление? Вы знаете, вообще довольно-таки сложный вопрос. Почему? Потому что вот сейчас современные течения музыки, современные, значит, вокалисты, скажем так, если касается вот в данном случае Димаш там и так далее, вот, это совершенно нечто другое. Вот, допустим, в наше время все-таки действительно, на самом деле, многие на эстраду приходили с самодеятельностью. Собственно говоря, и эти ребята тоже, они пришли из народа. Вот. Просто я вспоминаю вот сейчас, допустим, того же Димаша, когда он в Октябрьске был, когда мы приезжали на гастроли туда, он вместе с нами даже выступал пару раз. Ну, малой мальчик такой, просился сам выступать. Вот это вот одно из таких качеств, когда человек хочет сам идти на сцену, показать свое искусство народу. Вот, это просто здорово, я считаю. А то, что, допустим, касается современной сейчас музыки, ну, вы знаете, совершенно разные подходы, наверное, у людей. Вот, скажем, вот, у людей, которые постарше, может быть, несколько привыкли, допустим, может быть, к какой-то определенной, скажем, музыке вот тех времен, вот те же, допустим, скажем, вот мы сейчас про Битлз говорили, или про московские коллективы. Это одно дело, а то, что, допустим, сейчас, допустим, наши молодые исполнители исполняют, это нечто другое. В то же время это здорово, я считаю. Понимаете? Поэтому то, что продвигается, то, что мы рады тому, что вот действительно наши казахстанские исполнители вышли на мировой уровень. Это просто здорово для Казахстана, например. Это, я считаю, это не только пропаганда казахского искусства, вообще, а Казахстана в целом. Вот, поэтому, знаете, мой личный подход, допустим, некоторых, допустим, исполнителей я очень, скажем, люблю, мне нравится. Вот, за определенное качество. Ну, того же Димаша, допустим, все-таки, понимаете, как вокалиста я, допустим, все-таки его просто, ну, не только я, все в мире ценят и любят. Ну, за простоту, наверное, за музыкальность, наверное. Вот такие вот качества. Это человеческие качества, да? Человеческие качества. Я думаю, знаете, вот в нашем ансамбле, вы говорите, своим опытом поделиться, чтобы... Вот в нашем ансамбле был такой принцип не зазнаваться. Потому что есть ребята в любом коллективе же таким характером, которые себя выше считают в какой-то степени. Начинают зазнаваться, некоторые даже петь начинают больше, чем обычно. Вот. И это губит многие коллективы. И погубило, честно говоря. Вот. Поэтому вот это качество очень важно для всех исполнителей. А вот что касается эстрады современной, знаете, очень много солистов, очень много песен разных. Вот. И качество песен, особенно слов.
но не выдерживает никакой критики. Поэтому вот это вот мне не нравится, потому что исполнители, они больше увлекаются финансовой стороной, чем качеством исполнения. Вот это. Но что касается Димаша, конечно, этот парень космический, это неоспоримо. Где-то там ему дают вторые места, третьи, это меня удивляет. Как это можно его Вы знаете, я сравнивать просто дополню, с кем-то? все-таки, Да. я тебя дополню. Насчет, к сожалению, вот действительно, на самом деле, очень правильные были слова сказаны. Насчет звездности. У нас появляется человек, сразу его объявляют звездой казахской эстрады. К примеру, я говорю, казахская эстрада, и вообще просто Казахстана там и так далее. Вы знаете, что такое звездность вообще? Слово вообще звезда, я не знаю. Когда-то была такая, помнишь, рок-опера «Суперстар» про Иисус Христос? Да. Вот. Рок-опера, одна из первых рок-опер. Да. Вот я понимаю, это действительно суперстар. Вот почему-то с чьей-то легкой руки пошли вот эти вот термины, значит, звездный человек, звезда и так далее. И некоторые начинают зазнаваться. Хотя, понимаете, скажем так, ничего из себя не представляет. Популярны, наверное, какими-то 2, 3, 5 песнями, сомневаюсь даже, что 5, 1-2 песни популярные, допустим, среди определенного количества людей. Вот. А потом все-таки культура людей немного другая, конечно, стала. Я не хочу говорить, грешить, что все вот такие одинаковые. Но тем не менее, некоторых, допустим, исполнителей, которые вот появились сегодня, поднимают до небес, считают звездой, я, например, считаю. А человек начинает действительно, правильно ты говоришь, гордиться начинает. И так далее. Нет, гордиться считать. можно, зазнаваться. Нет, зазнаваться Знаете, начинает, да, зазнаваться. Вспомнил интересный вот случай. Оказывается, во время свадьбы, женитьбы родителей Димаша, это они сами рассказывали в одной из передач про мою песню, той же свадебной. Вот они рассказывали, что на нашей свадьбе 8 раз исполнялась песня той же. Я думаю, может быть, это оказало какое-то влияние, когда еще был в утробе на Димаша. Ну, это шутка, но вот это было, это факт. Что 8 раз, причем родители у нее тоже очень музыкальные, очень талантливые люди. Вот мама его рассказывала, говорит, вот это той же 8 раз исполнялось во время нашей свадьбы. Ну, это действительно... Я считаю фактором все-таки скромность человека, в любом случае, пусть даже очень высокого уровня. Вот. Многих, допустим, исполнителей я знал тех советских времен. Допустим, Макамаева, допустим, все-таки он по себе очень такой скромный человек. В любом случае, был Синявская, его супруга, допустим. Ну и многих, допустим, известных звезд, скажем так, настоящих действительно звезд, они очень скромны были. Поэтому это тоже один из факторов, я считаю. А то, что касается, допустим, все-таки наших отношений, нашей дружбы, действительно, сколько лет мы вместе, ну, во-первых, интересы общие. Во-вторых, наверное, какой-то определенный интеллект. Это имеет тоже большое значение, все-таки, я считаю. И самое главное, взаимопонимание. То есть мы друг друга понимаем. Действительно, можем прощать какие-то, допустим, моменты. Это, я тоже считаю, тоже важно. Вот он сам говорит, скромность самое главное, а сам говорит, а вот мы все интеллигентные. Ну, это действительно так, потому что, ну, если посмотришь, например, на группы из Америки, например, они же там, у них дорогие машины, сразу скандалы, там, аварии, еще что-то. Ну да, это тоже. Много таких коллективов. Я просто вот вспоминаю, допустим, вот сами вместе ездили, ну, много раз за границу, допустим, вокально-инструментальные ансамбли наши советские, самоцветы, допустим, ну, тот первый состав, помнишь, Юру, вот, Маликова, я имею в виду,
Вот. Потом вы знаете, что у них там произошло, там, и так далее, и так далее. Вот буквально через 2 года они там разошлись, самоцветы одни стали, потом пламя, основной состав перешел, допустим. Тоже была масса причин вот таких вот внутренних. Вот. Песняры, допустим, он все-таки коллектив долго держался благодаря, действительно, я считаю, Мулявину. Вообще вот простейший души человек. Вот мы с ним просто... В фильме даже есть такой момент, в этом художественном, когда мы на конкурсе были в Минске. А действительно, на самом деле, так и было. У нашего гитариста, соло-гитариста Мурата Хусейнова, струна полетела. Порвалась. Сорвалась, да. Порвалась. Да, порвалась, да. И он не знает, что делать тут. Это вот просто человеческое. Мог бы, допустим, вот мы конкурсанты и так далее. Ну, подошел, свою струну отдал, сам поставил и так вот. Я просто говорю. Нет, он свою гитару отдал вообще. Да, свою гитару. Время идет, а жюри же сидит. Как бы ничего не было, дальше мы продолжили. Да, так Вот что это действительно... Володя вот такой человек был, покойный. Ну и музыкант, конечно, с высшей степени. Все-таки, понимаете, таких мало. Хотел бы подвести итог. Вот, что же все-таки нужно сейчас молодым, чтобы добиваться успеха? Если я правильно понял, это терпение, ну, воспитание это от родителей, конечно, зависит, но обязательно нужно учиться и, наверное, очень профессионально подходить к своим обязанностям. Все правильно. Ленин говорил: учиться, учиться, учиться. Без труда, учиться, да? без труда Да, без труда и рыбку. не получится. Я думаю, Тут вот у нас как раз было наоборот. У нас не было образования музыкального. Не только у меня было образование, то по классу баяна. Я закончил музыкальную школу в городе Кентау. Вот. когда поступил сюда. Но мы инженеры, мы технари. И удивительно, что так в жизни случилось, что вот такой ансамбль из нас получился. Но я другим бы так не советовал. Надо образование получить, обязательно музыкальное образование. Вот сейчас Обязательно, конечно. еще что не нравится мне в наших исполнителях молодых, они ни образования, ни нот, ни Абсолютно. грамоты музыкальные не знают, поют иногда вообще... Ну, под фонограмму где-то записано в студии. Есть кто Грэмми выиграл без этого. Иманбек же без нот не знает. Народный талант, понимаешь? Да. Но все равно им даже потом надо учиться, обязательно параллельно. Тогда будет резкий скачок вверх, качественный скачок. Конечно. Поэтому образование прежде всего, потом, как мы говорили, не зазнаваться, скромность должна быть. Третье, говорили про интеллект, он со временем, конечно, сразу он не приходит. Со временем приходит, общается с хорошими музыкантами, людьми, когда его имя уже известно, с известными личностями общается. Тут и он становится, его интеллект растет. Интеллект, ответственность. Вот такие моменты, если у него будут, то будет все нормально. И желание. Наверное. Самое главное. Желание, Прежде всего, конечно. Желание, иначе не конечно. стоит начинать. Да? Ну, надеюсь, что если наши зрители посмотрят, кто вот хотел когда-то начать музыкальную карьеру, теперь поймет, что за один день ничего не будет, и все равно придется попахать. Да, я еще хочу сказать, мы сидим, что символично, в Казахском национальном техническом исследовательском институте. Это наш институт, который мы закончили, которым мы гордимся, это наше гнездышко. Вот сейчас вы, наверное, будете на концерте, увидите, вот эта сцена, где будет проходить это торжество, является нашей базовой, нашей главной сценой, где мы репетировали, создавали песни, появлялись музыкальные идеи и давали первые концерты, где первую популярность получил наш ансамбль «Дос Мукасан». Вот это очень символично, что вы снимаете здесь. Да. Вот это, да, вот такой удивительный случай, что мне Да. предоставилась такая возможность. Вам большое спасибо. Кстати, я был ректором этого университета тоже 8 лет. Его закончил. Вы знаете об этом, да? Нет, я... Я ректор. этот университет закончил, тогда он был политехнический институт. Вот. Потом через, сколько там, 75-й, где-то через 30 лет, через 40 лет, меня уже президент направил сюда. Говорит, иди в свой альма-матер и поднимай его. Вот это удивительно. Поэтому у меня особая гордость за этот институт, за сегодняшнее событие в институте, это вручение дипломов нашим выпускникам. Я им сегодня особые пожелания.
естественно, выскажу. Вот. Политех – это наша гордость. Мы гордимся, что закончили политех. Политех лучше всех. Да. Üstünde tәтті günde Жашы байлар шат күлімде Ән салайық, би билейік Шарықтасын шаттығынде